Всем привет! Для меня Новый год, наверное, как и для многих, всегда ассоциируется с елкой и мандаринами. И сегодня будем готовить совершенно потрясающий бисквитный рулет без муки с мандаринами и ароматным мандариновым кремом. Это очень вкусно, красиво, нарядно и празднично. Посмотрите, какой рулет получился нежный. Здесь совершенно потрясающий бисквит без муки. Очень нежный, мягкий, воздушный. Прямо чувствуется, как в нем лопаются пузырьки воздуха. Невероятно вкусный. И, конечно, внутри мандарины и вкуснейший крем. Я всем рекомендую приготовить такой замечательный праздничный новогодний рулет. Сначала для рулета приготовим замечательный, очень вкусный крем. И для него мне понадобится 225 мл сока мандаринов. Это именно натуральный сок, не из пакета. Я выдавила его из мандаринов. 30 мл лимонного сока, чтобы добавить легкую кислинку. Также сахар. У меня здесь 80 граммов. Сахар корректируйте по вкусу. Зависит от того, какие у вас мандарины. Более сладкие или более кислые. Также у меня здесь цедра половины лимона. Примерно чуть-чуть больше, чем пол чайной ложки цедры. Крахмал кукурузный 20 граммов. Лучше всего использовать кукурузный крахмал. Тогда крем получится более вкусный и нежный. И также мне понадобятся сливки. Жирные, 33%. В сотейник я всыпаю сахар, крахмал. Перемешиваю. И постепенно буду добавлять сок. И хорошо перемешивать, чтобы не было комочков. Лучше добавить сначала немного сока и перемешать. Именно в маленьком количестве жидкости очень удобно перемешивать крахмал. И не будет никаких комочков. И теперь сюда я вливаю весь оставшийся мандариновый сок. Также добавляю лимонный сок. И добавляю цедру лимона. Сотейник я поставила на плиту. И теперь эту смесь нам надо довести до кипения, и чтобы она хорошо загустела. Варим такой мандариновый кисель. Варим массу все время интенсивно помешивая, чтобы ничего не пригорело. Посмотрите, масса у меня уже густеет довольно быстро. Интенсивно размешиваем и ждем закипания. Посмотрите, пошли пузыри. Плиту я выключаю. У меня получился вот такой очень ароматный и вкусный цитрусовый кисель. И теперь этот цитрусовый кисель надо полностью охладить, чтобы он был холодный. Кастрюльку с киселем я закрываю пленкой. Причем пленку опускаю прямо в контакт, чтобы не образовывалась корочка. Приготовим замечательное тесто для рулета. Чем замечательное это тесто? Оно без муки. И для него мне понадобится 5 яиц, 80 граммов сахара, 70 граммов растительного масла без запаха, цедра одного лимона, щепотка соли, 1 чайная ложка экстракта ванили и 60 граммов кукурузного крахмала. Используйте именно кукурузный крахмал, не картофельный. У яиц отделяю белки и желтки. Готовим все как обычный бисквит. Сначала буду взбивать белки. Добавляю щепотку соли. Начинаю взбивать и постепенно добавлю сюда половину от всей нормы сахара. Я очень хорошо взбила белки в крепкие устойчивые пики. Сейчас взобьем желтки в пышную светлую массу. Добавляю в них весь оставшийся сахар. Добавляю чайную ложку экстракта ванили и хорошо взбиваю. Я хорошо взбила желтки
И теперь миксер я убираю, он уже больше не понадобится. Во взбитые желтки я добавляю лимонную цедру, перемешиваю. И теперь постепенно просеиваю крахмал. Просеиваю примерно половину, перемешиваю. Просеиваю оставшийся крахмал, перемешиваю. И теперь в тесто я постепенно буду добавлять белки. Сначала добавлю немного белков и вмешаю их в массу, чтобы тесто вобрало в себя белки. Добавляю еще белки, вмешиваю, аккуратно снизу вверх. Получается очень такая нежная, пышная масса. И сейчас эту массу я отправляю в белки. Уже буду домешивать тесто здесь. Аккуратно все вымешиваю. Хорошо, аккуратно все перемешала. И теперь постепенно в массу я буду вливать растительное масло и перемешивать. Посмотрите в итоге, какое тесто получилось. Оно невероятно нежное и пышное. Я подготовила противень, застелила его пергаментной бумагой и слегка смазала растительным маслом. Размер противня у меня 36 на 24 сантиметра. Перекладываю сюда тесто. И распределяю ровным слоем по поверхности. И сейчас тесто я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 15-20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Бисквит должен слегка подрумяниться, совсем немного. Бисквит я достала из духовки. Выпекался он у меня 14 минут. Конечно, обязательно проверяйте готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. И сверху потрогайте. Вы должны почувствовать, что он уже хорошо подрумянился и готов. Вкладываю бисквит на решетку, чтобы он остывал. Когда цитрусовая основа остыла, у меня полностью стала холодной, я достала ее из холодильника. Можно закончить приготовление крема. Сейчас надо хорошо взбить сливки в крепкие пики. Чтобы сливки хорошо взбивались, они обязательно должны быть холодными и, как я уже говорила, жирными. Я хорошо взбила сливки. Самое главное, не перевзбить тоже сливки, чтобы не получилось масло. И теперь сюда я добавляю вот эту цитрусовую основу. Посмотрите, какая она красивая, ароматная, невероятная. И хорошо перемешиваю. И мой очень вкусный ароматный крем уже готов. Сейчас для рулета надо подготовить мандарины. Мандарины надо очистить от кожицы и постараться как можно хорошо очистить от пленочек. Вот этих, которые сверху. Конечно, лучше всего выбирать мандарины такие сочные. И чтобы в них было поменьше косточек. Лучше, если вообще нет косточек. И, конечно, надо постараться выбрать мандарины одинакового размера. Я очистила все мандарины, которые понадобятся мне для рулета. Бисквит у меня уже полностью остыл. Я его накрываю сверху пергаментной бумагой и переворачиваю. Аккуратно снимаю пергаментную бумагу, на которой он выпекался. Вы видите, какой он красивый получился, светлый. И очень пышный. Сейчас я его переворачиваю обратно.
На бисквит я выкладываю крем, но не весь. Часть крема я оставлю для украшения. И теперь посмотрите, у меня уже подготовлены мандарины, и я их выкладываю сверху, плотненько прижимая друг к другу. Вот таким образом. Сверху также их слегка промазываю кремом. И теперь при помощи пергаментной бумаги сворачиваю мой рулет до конца, сколько есть возможность. У меня мандарины такие довольно крупные. И хорошо вот так вот поджимаю, чтобы не было никаких пустот. Готовый рулет можно на какое-то время оставить в холодильнике, чтобы он чуть больше пропитался. А можно в принципе и сразу подавать к столу, потому что бисквит здесь очень нежный и влажный. Именно благодаря тому, что мы его готовили на крахмале и с маслом. Сейчас рулет я перекладываю на поднос. Причем мой рулет, как видите, я выкладываю вот этой стороной, где у меня идет стыковка теста. У меня здесь как бы чуть-чуть не хватает теста из-за того, что мандарины очень большие, но я сейчас этим воспользуюсь и красиво украшу рулет. Мой рулет я полностью обмазываю сверху кремом. Конечно, вы можете украшать так, как нравится вам. Когда промазала весь рулет, сейчас лопаткой просто сделаю такие похлопывающие движения, чтобы получился такой небольшой рисунок. Оставшийся крем я переложила в кулинарный мешок и украшаю сверху. И сверху украшаю дольками мандарина. И, конечно, очень интересно, что получилось внутри. Я сейчас отрежу краешек рулета с двух сторон. Посмотрите, это настоящий, очень красивый и новогодний рулет с мандарином внутри. Друзья мои, ну вы только посмотрите, какая красота получилась. Вы знаете, кто-то мне писал в комментариях, по-моему, даже на Медовик, что я слишком сильно расхваливаю то, что я готовлю. Но реально, если вы готовите это с любовью, если вам нравится сам процесс, конечно, это доставляет огромное удовольствие и получается вот такая красота. Поэтому хвалите то, что вы готовите, и оно будет очень вкусным и красивым. А я сейчас попробую. Друзья мои, это необычайно вкусно, я вам точно говорю. Такого бисквитного рулета без муки, такого нежного вы точно еще не ели. Это нереально вкусно и нежно, еще раз повторюсь. Бесподобный, очень ароматный мандариновый крем. И, конечно, сами мандарины. Это очень по-новогоднему, очень празднично, и я всем рекомендую приготовить этот рулет к праздникам. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями, подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!